Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Вы знаете, что женщину гораздо легче раздеть против ее воли, чем одеть по ее желанию. А чтобы появились новые наряды, надо почистить шкаф и убрать все вещи, которые уже никто не будет носить. Для начала приготовим пряжу. Разложим старую футболку ровно и разрежем ее на полоски с шириной примерно 2,5–3 см. Но обратите внимание, что мы оставляем неразрезанным один край, примерно 3–4 см. Дальше разворачиваем его и делаем разрезы наискосок по диагонали. Таким образом, футболка разрезана по спирали. Получается длинный шнур. Сматываем эту пряжу в клубок. Старые плотные колготки тоже можно взять в работу. Отрежем все изношенные места. Сделаем надрезы. А потом разрежем по спирали. Получившуюся пряжу тоже смотаем в клубки. Когда вся старая одежда порезана, оцениваем объем работы. Работу начинаем с самого красивого цвета, и которого меньше всего. Для того, чтобы изделие получилось более крепким, можно добавить дополнительную нить. Работу начинаем с цепочки из 6 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо. Дальше мы из этого кольца провязываем 12 столбиков без накида.
Можно ориентироваться так. В каждую воздушную петлю провязываем по 2 столбика. Делаем петлю подъема. Чтобы наш половичок был ровным, надо петли прибавлять по схеме. Середина 6 петель, потом 12, затем 18, 24, 30 и так далее. То есть получается, что в каждом ряду мы добавляем по 6 петель. Если мы хотим ровный круг, то прибавки в каждом ряду надо делать в разных местах. Но можно и не заморачиваться, прибавлять в одних и тех же местах. Так мы вяжем ряд за рядом. Конечно, можно поставить себе цель – вывязывать ровные ряды одного цвета. Но мы работаем с пряжей, сделанной из старой одежды. Естественно, что у нас цель – использовать все до последнего кусочка. И если вдруг не будет хватать пряжи на завершение ряда, то не будем же мы этот ряд убирать. Поэтому вяжем и не переживаем по пустякам.
Принцип работы: из проблем свяжу я коврик и буду ноги вытирать. А кому не нравится, пусть не смотрит. Когда заканчивается один цвет, следующий отрезок лучше пришить иголкой с ниткой. Так мы вяжем и вяжем, чередуем темные, светлые, цветные ряды. Размер зависит от вашего желания. Коврик можно постелить в любимое кресло, сделать лежанку для домашнего питомца, положить в бане на лавку, кинуть под ноги. Получается замечательный пылесборник. Как раз то, что нам нужно. Толстенький, плотный коврик. Его можно положить в прихожей. Грязь и песок высохнут и просыпятся на пол сквозь отверстие. Во время уборки его достаточно взять, вынести и вытрясти на улице. Под ковриком подмести и вымыть пол. Вот такие элементарные вещи по уборке я вынуждена вам объяснять, потому что в комментариях кто-то уже задает эти вопросы. Коврик не очень большой, при желании его можно постирать в стиральной машинке. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.